Удар Польши по силам России. Варшава подняла F-16 из-за истребителя Москвы. Чем закончилась схватка в небе? Зеленского отправляют на отдых. Москва вновь требует выборов в Украине, а Киев готовит встречу Зеленского с Путиным. Что происходит? Срыв переговоров и война на десятилетия. Как в офисе Зеленского призывают граждан готовиться к войне с детства, а в России говорят о невозможности переговоров о мире в Ватикане. Удар возмездия. Официальное заявление Москвы. Россия сообщает о подготовке удара по Украине. Когда и чем собирается бить? В Финляндии, которая граничит с Россией, запускают огромнейшие БПЛА-разведчики, которые уже работают над Черным морем. Что в поле зрения? Германия готовится к войне. РФ и Украина проводят трехдневный обмен пленными. Литва закрывает границу для россиян. ВСУ готовятся к новому удару по Крымскому мосту. А Казахстан трясет. Обзор важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Финляндия выходит на новый уровень военного сотрудничества с НАТО. Страна готовится принять монструозные беспилотники RQ-4D «Феникс», которые уже в июне взмоют в небо прямо с финской земли. Это не просто дроны, это авиалайнеры-шпионы, чья миссия разворачивается в самом сердце Северной Европы. Инсайдерская информация, полученная вещателем Юли, подтверждена. Пиркала превращается в стратегическую точку на карте Альянса. Там сейчас строится временная база, откуда в ближайшие недели начнут взлетать разведывательные махины с размахом крыльев под 40 метров, почти как у Боинга. Высота полета 18 километров, дальность 16 тысяч. Их не видно, не слышно, но они все видят. Финляндия становится экспериментальной лабораторией НАТО. Помимо Финляндии, на строительство баз для этих воздушных разведчиков уже покушаются Польша и Норвегия. Отмечу, что с конца апреля увеличилась интенсивность полетов подобных дронов и над Черным морем. Беспилотники-разведчики возобновили разведку после годичного перерыва. В прошлом году, напомню, российский телеграм-канал Fighter Bomber сообщал, что над американским дроном такого типа на большой скорости пролетел российский истребитель МиГ-31, что создало на пути БПЛА сильный поток воздуха и сбило Global Hawk с курса. С тех пор американский стратегический беспилотник-разведчик над Черным морем больше не появлялся. Однако сейчас полеты возобновились. А тем временем Польша заявляет, что дала пощечину России. Варшава сообщает о перехвате российского самолета. Польские истребители дали отпор Су-24 РФ над Балтикой. Угроза была реальной, уверяет польский министр обороны. По сообщениям Косиньяка-Камыша, 22 мая в небе над Балтийским морем произошло острое воздушное столкновение интересов. Варшава подняла авиацию после того, как российский бомбардировщик выполнял, как заявляет Польша, провокационные маневры над международными водами Балтийского моря. В Минобороны страны считают, что это не случайность. Приказ на перехват отдало объединенное командование НАТО в Европе, и польские пилоты на F-16 поднялись в небо, чтобы взять ситуацию под контроль. Эти маневры, выполняемые российским Су-24, показывают, что действия были опасными и преднамеренными. Мы устойчивы к провокациям, но реагируем решительно, как самостоятельно, так и в рамках Альянса. В НАТО заявляют, что инцидент с Су-24 не первый и не последний. В Альянсе считают, что Россия проверяет нервы НАТО на прочность. В то же время Варшава демонстрирует свою прочность. На польско-российской границе польские военные показали один из участков восточного щита НАТО. Восточный щит, напомню, это нацпрограмма Польши по созданию укреплений и военной инфраструктуры вдоль границ с Россией и Беларусью, направленная на усиление обороноспособности и сдерживание потенциальных угроз. Она включает строительство заграждений, систем разведки, логистики и противодронной защиты на участке около 800 километров, используя преимущественно государственные земли. Россия анонсировала удар возмездия по Украине. Официальное обращение к Киеву и предупреждение опубликовало Министерство иностранных дел. Там назвали атаку дронов на Россию террором против мирного населения и признали, что из-за сбития беспилотников над головами россиян есть погибшие. В МИД РФ говорят, что с 20 мая по 8 утра 23 мая зафиксировано кратное увеличение – 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию России. И это не считая
считая фронта. В Москве заявляют, что 776 дронов были сбиты, а 12 достигли целей. В России считают эти атаки не ответом Киева на подобные атаки России, а попыткой срыва переговоров, которые возобновились при содействии США. Когда именно будет нанесен ответный удар, в Москве не уточнили. Разумеется, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса. Но подчеркнем, наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования через диалог остается неизменной. Но уже в ночь на 24 мая по Украине были запущены десятки ударных дронов. Кроме того, нанесены удары баллистикой. Главной целью стал Киев. Мэр города Кличко заявлял и о целом рое БПЛА, который летел точно на столицу, и об активной работе ПВО. Атакована была Одесса, а также ряд других украинских городов. Россия пытается сделать все, чтобы США вышли из переговоров. Такое заявление, в свою очередь, сделали в Украинском министерстве иностранных дел. Глава МИД Сибига говорит, что без США не будет никакой архитектуры безопасности в Европе, а за столом переговоров ко всему должны быть и представители ЕС. В Киеве заявили, что ждут от РФ данные о том, каким они видят перемирие. Кроме того, Украина работает над встречей Зеленского с Путиным. Второй пункт. Мы ждем от российской стороны их видение, их концепцию, их предложения относительно будущего безусловного перемирия. Относительно параметров будущего безусловного перемирия. Мы со своей стороны тоже готовим наше видение, которое также передадим российской стороне. А третья позиция, над которой мы также работаем, это встреча на уровне президентов между президентом Украины Зеленским и Путиным. Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Россия при этом готова передать проект документов, в котором будут черным по белому прописаны условия для урегулирования войны, но чуть позже, после завершения процесса обмена военнопленными. Но вновь говорят, подписывать меморандум с Зеленским не хотят. Это уже как минимум третье подобное заявление на этой неделе. Россия требует выборов президента в Украине. Это оптимальный вариант, уверяет Лавров. Но вы знаете, вы ставите телегу впереди лошади. Сначала нужно иметь договор, а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент Путин, легитимностью не обладает. Это признают и внутри Украины, поэтому надо будет, когда договор будет готов, а это еще далеко не факт, что это случится завтра, должен быть таким, чтобы не было повторения того, что делали пришедшие к власти в 2014 году путчисты через кровавый, Господи, войны. А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. А еще Лавров заявил, что Ватикан как католическая площадка не подходит для переговоров между Украиной и Россией и стоит продолжать беседы в Турции. Издание Bloomberg пишет, что российские официальные лица не планируют визит Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров в настоящее время. Сейчас все сосредоточены на новой технической встрече между Киевом и Москвой. При этом США хотят, чтобы на следующие переговоры Россия не отправляла Мединского, который был 16 мая в Стамбуле. Американские официальные лица поддерживают контакт с украинской стороной, чтобы обеспечить возможность переговоров, сообщили источники. Они также сигнализируют российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник Путина Владимир Мединский, который возглавлял делегацию Москвы в Стамбуле, добавили источники. Мира не видно. В Польше назвали российско-украинскую войну колониальной и заявили, что такие войны, как показывает история, длятся десятилетиями, а поэтому надежды на скорый мир, судя по всему, нет. Во-первых, мы должны учитывать, что это война, которую ведет бывшая имперская метрополия против того, что она считает непокорной колонией. История учит нас, что колониальные войны обычно длятся несколько десятилетий. Все, что короче, можно считать бонусом.
В офисе Зеленского тем временем также говорят, что война надолго, и несмотря на то, что будут мирные соглашения или же перемирие, Россия останется для Украины врагом на десятилетия или же века. Это слова замглавы Офиса президента Украины Ирины Верещук. А поэтому Верещук намекает, что к войне надо готовиться со школы. Подобная милитаризация детства есть и в России. Если Россия будет знать, что наше общество готово к сопротивлению, что мы все понимаем свою роль и место, что мы готовы дать отпор, и каждая хата будет стрелять, и земля под ними будет гореть, они не будут наступать. Они будут понимать, что здесь погибнут или попадут в плен. Это наша стратегия, и мы закладываем ее со школы. Наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война, потому что мы все в ней живем, и не нужно это отрицать. В то же время противоречивые заявления поступают из Берлина. Там говорят, что Мерц провел переговоры с Си Цзиньпином. Темой стала война в Украине. Канцлер сообщил о совместных усилиях Европы и Соединенных Штатов по скорейшему достижению прекращения огня. Он призвал поддержать эти усилия. Канцлер и Си Цзиньпин договорились в ближайшее время продолжить прямой диалог, чтобы развивать немецко-китайское сотрудничество. Несмотря на дипломатические попытки урегулирования войны, Германия готовится к войне. В Берлине заявляют о повышенном интересе немцев к бундесверу и укреплению армии. Рейтер уточняет, что лишь в 2024 году более 50 тысяч подали заявки на контрактную службу, а это на 19% больше, чем в 2023. Мы должны защищать демократию, я не хочу говорить о воскресных речах, но нужно активно за это выступать. У нас здесь, я считаю, система, которая дает очень многим людям очень много свобод. И если мы не будем за это бороться, она когда-нибудь исчезнет, я в это верю. Демократия — это не само собой разумеющееся. Это ежедневная работа, в том числе с оружием. Это те времена, которые, похоже, снова наступили. Друзья, что думаете о возобновившихся требованиях России о проведении выборов в Украине и смене Зеленского? И согласны ли со словами главы МИД Польши Сикорского, что эта война на десятилетия, хотя она и так длится уже более 11 лет? Поделитесь своим мнением под этим видео. Процесс пошел. В течение 3 дней, а точнее к понедельнику, Украина и Россия завершат процесс обмена военнопленными по формуле 1000 на 1000. Первый этап состоялся накануне на границе с Беларусью. В Украине и в Россию вернулись по 270 военных и по 120 гражданских. Напомню, что обмен происходит, как и анонсировали, в несколько этапов, так как технически осуществить обмен 1000 на 1000 сложно. И Киев и Москва обменялись списками накануне, изучалась каждая фамилия. О таком масштабном обмене стороны договорились 16 мая во время возобновившихся переговоров в Стамбуле. На утверждение и составление списков военнопленных ушла неделя. Крымский мост – цель номер 1 для ВСУ, но пока недостижимая. В Украине вновь обсуждают военные цели в Крыму. ВМС Украины признают, атаковать российские корабли стало намного тяжелее, так как Россия нашла эффективное противодействие. По украинским морским дронам силы ВС РФ бьют с воздуха. Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Ниишпапа заявляет, что если 3 года назад управление войсками РФ было вертикальным, то сейчас россияне стали более гибкими в принятии решений. При этом Ниишпапа уже неоднократно говорил, что Россия понимает, что Украина активно обсуждает 3-ю операцию по Керченскому мосту и что Бог любит Троицу, имея в виду, что 2 результативных удара по нему уже были, пишет издание «Крым Реалии». Конечно, мост – это сложная цель, особенно сейчас. Но в жизни нет ни одной крепости, которую нельзя разрушить. Нет границ, которые нельзя перейти. Да и мост – такая же цель, как и все остальные. Реализует ли Украина 3-ю операцию, о которой говорит Ниишпапа? Что думаете? Нужна ли она сейчас? Делитесь своим мнением в комментариях. Литва режет паспорта. С 1 июня Вильнюс официально закрывает границу для обладателей небиометрических российских паспортов. Больше никаких старых загранников. Только документы с чипом, отпечатками и фото по международным стандартам. Решение принято и подписано 23 мая министрами иностранных и внутренних дел Литвы. Безопасность страны – приоритет, говорят в литовской столице. Исключением станут граждане РФ, которые путешествуют транзитом через Литву по железной дороге между Калининградом
Калининградом и остальной территорией России. Для оппозиционеров, журналистов и активистов возможен индивидуальный допуск, но автоматом никто не проедет. Пограничники будут пристально рассматривать каждый случай. К решению пришли из-за того, что старые российские паспорта не соответствуют стандартам Международной организации гражданской авиации. В них легко внести фальшивые данные, они не содержат биометрии, а это уязвимость, уверяет Литва. Напомню, что небиометрические паспорта России уже не признают Франция, Дания, Чехия, Эстония и Исландия. Паспорта без биометрических данных не имеют современных средств защиты и легче подделываются, что увеличивает риск их незаконного использования. В исключительных случаях просьбы граждан Российской Федерации, представителей демократической оппозиции, независимых СМИ или общественности о въезде в Литву с небиометрическим паспортом будут рассматриваться, если цель их визита соответствует интересам Литвы. Напомню, это не первое ужесточение со стороны Литвы. С 3 мая в стране уже действует правило, по которому граждане РФ теряют ВНЖ, если часто катаются в Россию или Беларусь без веских причин. Казахстан трясет. Накануне в 12 километрах к северу от города Талдыкарган произошло землетрясение магнитудой более 4. В МЧС заявляют, что в регионе был проведен мониторинг объектов жизнеобеспечения, русел рек, гидротехнических сооружений, оползня опасных и селеопасных участков. Обошлось без разрушений. Видеокамера зафиксировала подземные толчки во время суда по делу Шерзата Паллата. В Талдыкаргане, напомню, продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка, который погиб от ножевого ранения во время массовой драки в октябре прошлого года. Это дело резонансное для Казахстана. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю, как всегда, собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи!